Каталония – это автономная область, занимающая северо-восточную часть Испании. Регион является желанным туристическим направлением для фанатов средиземноморских пляжей, футбола и средневековой архитектуры. Кроме того, в недалеком прошлом Каталония подарила миру целую плеяду творческих личностей, начиная с Сальвадора Дали и заканчивая Монсеррат Кабалье, о чем никогда не забывает похвастать перед иностранными гостями. Помимо гламурных пляжей, оригинальной кухни и средневековых городов, Каталония прославилась своей необыкновенной тягой к независимости и непрекращающимися попытками выйти из состава Испании. В результате поездку сюда можно рассматривать как уникальную возможность знакомства с регионом, имеющим в обозримом будущем все шансы стать отдельной страной. Сегодня Каталония – это провинции Барселона, Таррагона, Жирона и Льейда, каждая из которых подразделяется на 41 район. Вдобавок автономия имеет собственные правительства и парламент, а также репутацию одного из самых передовых регионов Испании в экономическом отношении. Туризм в Каталонии не просто развивают, им здесь живут. Достаточно вспомнить столицу автономии Барселону, получившую постоянную прописку в двадцатке самых посещаемых городов мира и принимающую по 9 миллионов путешественников в год. Понятно, что такая востребованность у иностранцев не могла не сказаться на ценовой политике, так что, отправляясь в тур по каталонским городам, готовьтесь потратить чуть больше, чем планировали. Еще один туристический магнит региона Пиренеи, а точнее, их горнолыжные трассы. На первый взгляд, местные зоны для катания могут показаться недостаточно тусовочными после альпийских курортов. С другой стороны, если в горы тянет не покрасоваться перед остальными путешественниками, а лишь приятно покататься в какой-нибудь спокойной, удаленной от городов локации, Каталония станет оптимальным вариантом. Каталония – это 580 километров средиземноморского побережья, цепь Пиренеев на севере и заслуженный титул самого зеленого региона Испании, благодаря обилию осадков и подходящих температурных условий для растительности. Погодные реалии на территории региона не одинаковы. В районах, приближенных к морю, царит типичный средиземноморский климат с умеренно жарким летом и мягкой зимой. Но чем дальше вглубь материка, тем менее курортными становятся условия. В удаленных от побережья провинциях климат приближен к классическому континентальному, подразумевающему палящий зной в летние месяцы и ощутимые морозы в зимние. Для любителей горячих пляжных вечеринок Каталония идеально летом. Правда, придется учесть тот факт, что в июне вода в этой части Средиземного моря не прогревается выше 20 градусов тепла. С другой стороны, именно в июне каталонцы отрываются на праздники Сан-Хуан, именуемом также Ночью костров, когда местные города превращаются в гигантские площадки для фаер-шоу, устраиваемых испанскими умельцами. Если хочется не просто коротать часы на пляжном шезлонге и тусить на народных гуляниях, но и поплавать, приезжайте в регион ближе к июлю-августу. Это золотые месяцы купального сезона, когда испанское солнце находится на пике своей активности, а опущенный в море термометр показывает плюс 25 градусов. Минусов у летнего отпуска в Каталонии только два – цены и туристические десанты, захватывающие самые выгодные варианты размещения и пятачки на пляжах. Неплохим месяцем для того, чтобы совместить купание с осмотром культурного достояния автономии, считается сентябрь. Летний зной к началу осени спадает до комфортных 25 градусов, но вода при этом остывает незначительно. Для туров по Каталонии сентябрь тоже не самое худшее время. Если повезет с ясной погодой, можно увести массу впечатлений от местных пейзажей. Начиная со второго осеннего месяца, температура воздуха стремительно падает, поэтому от пляжной нирваны придется отказаться в пользу хайкинга и прочих обозревательных развлечений. Временной промежуток с декабря по март идеально подходит для тестирования заснеженных трасс Пиренеев. Ну а оттаивать после бодрящего климата горнолыжных курортов лучше на побережье. Например, в той же Барселоне, где даже в не самые теплые зимы столбики термометров не опускаются ниже 10-15 градусов тепла.
В отелях планка цен в это время тоже ощутимо снижается, так что если задались целью сэкономить, планируйте тур с декабря по февраль. Каталония весной – это буйство красок, нестабильная, зачастую дождливая погода и уникальная возможность отправиться на экскурсию по горным тропам, доступ к которым был заблокирован всю зиму. Туристов в это время года пока еще немного, если только вас не занесло в автономию в канун Страстной недели, когда сюда устремляется четверть всей Испании. Осмотр культурного достояния региона тоже можно перенести на апрель-май, на улице уже достаточно приятно, а от внезапных дождей защитит зонт. Заселение каталонских территорий началось с Матара и Барселоны. Первыми сюда прибыли иберы, примерно во втором тысячелетии до нашей эры. Затем на побережье стали подтягиваться финикийцы, греки и римляне, поочередно объявлявшие эти земли своей колониальной собственностью. Примерно в V веке нашей эры север Испании вместе с Барселоной завоевали вестготы, основавшие на месте последней столицу своего государства Каталонию. Современные ученые полагают, что именно это название впоследствии преобразовалось в слово «Каталония». В 8 столетии вестготов из региона вытеснили арабо-берберы, а тех, в свою очередь, выдворили с каталонских территорий франки. Вскоре барселонским графам надоело наблюдать за тем, как их земли переходят от одного могущественного владельца к другому, в результате чего было принято решение заручиться покровительством более сильного соседа. Так, Каталония вошла в состав королевства Арагон, под защитой которого оставалась вплоть до 18 столетия. С 1871 года Каталония, недовольная системой налогообложения, предприняла настойчивые попытки выйти из состава Испании. В 1930 году регион даже попробовал открыто объявить о собственной независимости, но испанское правительство успело арестовать зачинщиков восстания. Получить статус автономии Каталонии удалось только в 1979 году, однако сделанные государством уступки местное население не устроили, поэтому вопрос о полном отделении остался открытым. Дошло до того, что в 2017 году регион провел односторонний референдум, а потом объявил о своей независимости, которая по сей день остается непризнанной испанским правительством. Для каталонцев стремление к индивидуализации – обязательная составляющая национального менталитета, поэтому все попытки получить представление о регионе, побывав всего в одном из его городов, обречены на неудачу. Острое желание выделиться на фоне соседей здесь присуще каждой деревушке, и это не говоря уже о таких мегаполисах, как Барселона. Соответственно, если хотите предельно пестрых впечатлений от поездки, не ленитесь заглядывать в крошечные города и удаленные от побережья провинции, сотни колоритных фото и интересных встреч обеспечены. В плане концентрации архитектурных памятников первенства продолжает держать столица Каталонии Барселона. Если бюджет и свободное время позволяют, то на знакомство с ней лучше отвести неделю, иначе есть риск не успеть прочувствовать атмосферу любимого города каталонцев. Обязательные точки туристических остановок в Барселоне: готический квартал, районы Шампле с главным испанским долгостроем под названием Саграда Фамилия, бульвар Ла Рамбла, мекка всех гастроманов мира рынок Бакерия, ну и, разумеется, причудливо-макабрические дома Антонио Гауди. Сменить напичканные архитектурными доминантами барселонские пейзажи на более умиротворяющую картинку можно в Кадакисе, который неуловимо напоминает коммуны Лазурного побережья, те же белоснежные виллы на морском берегу, атмосфера непринужденности и творческого вдохновения. В начале 20 века город был залюблен богемой, но затем подрастерял свое очарование в глазах творческой элиты, что пошло ему только на пользу. Сегодня Кадакис – уютный курорт для последних романтиков и поклонников творчества Дали. Здесь остался дом-музей художника, такой же эпатажный, как и его владелец. Так называемый бессмертный город Жирона может похвастаться крепостными стенами, выдержавшими порядка 25 неприятельских осад, историческим центром Бари-Вель, кафедральным собором с самым большим в мире нефом и разноцветными домиками вдоль берега реки Аньяр.
Кстати, жеронские локации мелькают в 6-м сезоне «Игры престолов», а также в некогда нашумевшей экранизации романа Зюскинда «Парфюмер», поэтому киноманы в городе частые гости. Успейте также навестить реконструированный еврейский квартал Жероны, а с ним местные музеи, художественный, археологический, еврейской истории и кинематографический. Небольшой, но древний Фигерас гордится своим статусом родины Сальвадора Дали. Если не перестаете очаровываться личностью художника, не проходите мимо, в городе имеется театр Дали, спроектированный им самим, а также несколько любопытных, хоть и небольших музеев. Поездки в провинциальные местечки тоже могут оказаться весьма щедрыми на впечатления. Например, путешествие в застывшее средневековье ждет всех гостей города Бесалу. Здесь вам и каменный семипролетный мост, и сторожевые башни, и идеально сохранившиеся домишки ремесленников, дополненные мощенными площадями с готическими базиликами. Аналогичные средневековые декорации можно также обнаружить в Муре и Монтефалько-Муральяте. За эпическими видами и вдохновляющими фотосессиями держите курс на Кастельфолит-де-ла-Рока. Город приютился на самом краю 50-метровой скалы и выглядит так, будто готовится встретить конец света. Гостиниц и апартаментов, располагающихся в старинных каменных коттеджах, в Кастельфолит-де-ла-Рока тоже полно, так что при желании подольше насладиться подвешенным состоянием можно без проблем. У крошечной Сиураны рельеф чуть менее экстремальный, но и вид более средневековый. В селении сохранились развалины арабского дворца, губернаторская крепость, а также сказочная, мощенная булыжником улица. Туристы, горящие желанием покорять вершины, в Сиуране тоже не заскучают, в окрестностях полно скал, по которым можно карабкаться сколько душе угодно. Если в горы не тянет, а исторического колорита все равно хочется, добро пожаловать в Монельс и Прадис. Оба населенных пункта расположены среди ухоженных полей и долин, приводящих в неописуемый восторг своим, подчеркнуто пасторальным видом. Пытаться постигнуть природное величие Каталонии лучше всего в национальном парке Айгуэс-Тортис, на территории которого уместились и горные пики Пиренеев, и фантастические водопады, и тектонические озера. Разнообразить полученные впечатления можно в вулканической зоне Гароча, не волнуйтесь, все вулканы спящие. До заповедника мыса Кап-де-Креус туристические группы добираются редко и совершенно напрасно. Причудливые пейзажи, сформировавшиеся на мысе под действием эрозии, могут стать уникальным фоном для отпускных селфи. Купальный сезон в Каталонии – это прежде всего побережье Коста-Дорадо и Коста-Браво. Именно на них сконцентрированы пляжи, отвечающие как традиционным, так и самым неординарным требованиям. Песчаные и каменистые, дикие и клубные, с пологими спусками и подъездами, и притаившиеся в тесных бухтах с почти вертикальными тропинками, выбирать новое место для купания в Каталонии можно ежедневно, на протяжении всего отпуска. При этом статус самых тусовочных и толерантных локаций по-прежнему остается за пляжами столицы автономии Барселоны и захваченной представителями ЛГБТ Марбельи. На побережье Коста-Браво популярен кастл, засыпанный мелким желтым песком и окруженный реликтовыми соснами. Если занесло в окрестности города Бигур, отправляйтесь искать место для полотенца на Айгуаблаве, пляже, спрятавшемся от любопытных глаз в милой бухте и рассчитанном на любителей кристально чистой воды. Кстати, о бухтах. Если любите каменисто-скалистые пейзажи, стройте маршрут по побережью мыса Кап-де-Креус, где полно уединенных мини-пляжей. Иногда путь к таким локациям бывает слегка экстремальным, но если готовы увидеть в конце путешествия абсолютно безлюдный райский уголок, стоит потрудиться. Другие пляжно-курортные зоны Коста-Бравы – Сагара, Санта-Кристина, Финалс, Сан-Пере-Пескадор, Кала-Равира, Канадель, Тамариу, Плая-де-Ара. Рейтинг самых эффектных пляжей Коста-Дорадо возглавляет Кала-Фонда, вид которого отдаленно напоминает гавайский пейзаж. В связи с этим у места имеется альтернативное название Вайкики. Не уступает в популярности Кала-Фонде и Калафель,
собравший в своих окрестностях массу античных и средневековых памятников. Молодежь предпочитает тусить на Куните, в то время как каталонские нудисты облюбовали Плая-дель-Торн. Перфекционистам в вопросах чистоты понравится на Ларабасаде и Поненте, ежегодно отмечаемых голубым флагом. Очень чисто, почти стерильно и на Алтафулье, расположившейся в одноименном городе. Достойным вариантом для отдыха может стать Ларго. Это один из самых длинных пляжей побережья, так что места хватит всем. Серфингисты и дайверы предпочитают оттягиваться на Тамарите, где с правильными волнами полный порядок. Гармоничное сочетание золотого песка, средиземноморских сосен и скалистых лагун нужно искать в окрестностях курорта Ла-Пинеда. В плане ассортимента зимних спортивных развлечений, Каталония, конечно, не Швейцария и даже не Австрия, однако своя армия поклонников у региона имеется. Наибольшее количество подходящих для катания комплексов находится на участке между Жироной и Леридой. Самый крупный курорт в регионе – Бакейра-Берет, объединивший в себе целых 3 зоны катания. Общая протяженность трасс здесь 86 километров, уровни сложности спусков от зеленого до черного. У барселонских лыжников в приоритете Ла-Малина, до которой от каталонской столицы порядка 140 километров. Комплекс работает с 1909 года и предлагает 60 оборудованных трасс, большая часть из которых рассчитана на новичков и поклонников спокойного катания. Сегодня Ла-Малина вошла в состав объединенной зоны для катания Масилия, что только увеличило число ее поклонников. В то же время здесь нет большой толкучки, если, конечно, не очутитесь на курорте в разгар испанских школьных каникул. К таким же тихим семейным местам относится и Валь-де-Нурия, расположившийся в 13 километрах от границы с Андоррой, в сказочной долине. Локация ориентирована на посетителей с детьми, поэтому предлагает более развитую инфраструктуру, вроде уютных кафе, лыжной школы, музейных экспозиций и небольшого парка развлечений. Самой южной точкой Восточных Пиренеев по-прежнему остается курорт Порт-дель-Комте с его 36 трассами и перепадами высот от 1700 до 2400 метров. Горнолыжная база Вальтер тоже относится к спокойным и уютным зонам для катания. Протяженность трасс здесь чуть менее 19 километров, а устойчивость покрова поддерживается 11 снежными пушками. Понятие «каталонская кухня» весьма условное, поскольку большой вклад в кулинарные традиции региона внесли завоеватели, которых, кстати, было немало. Самый быстрый вариант перекуса для туристов и спешащих по делам каталонцев – тапос. Формально этим термином в автономии обозначают легкие закуски, но на практике под словом «тапос» понимается все, что душе угодно от чипсов до мясного бутерброда. Альтернатива тапос – пинчос, представляющие собой каталонский вариант канапе. Если нужно подкрепиться более основательно, берите паэлью, в Каталонии готовят десятки ее разновидностей. Альтернативные паэльи варианты – вермишель фидеуа, рис с колбасками и морепродуктами мары-монтанья, суп из куделя, тушеные с хамоном бобы. Жареные на гриле морепродукты и рыбу тоже рекомендуется включить в гастрономический виш-лист. Из региональных блюд стоит продегустировать каталонский крем, запеченный на живом огне лук-кальсот, сосиски бутифара, а также крестьянский бутерброд пан-тумаку. На побережье Коста-Браво в почете сукит морепродукты, тушеные в овощном бульоне. Для знакомства с национальной кухней отлично подходят городские рынки, причем лучше посещать те, на которых закупаются сами каталонцы. Например, та же Бакерия ориентирована на туристов и отпугивает фантастическими ценами. Слегка перекусить можно и в закусочных с говорящим названием тапос. В винных погребках и так называемых шампанериях приятно отведать местного вина, к которому подаются хамон, сырные нарезки и бутерброды. Единственное, что может огорчить гурманов Каталонии, это цены, которые даже сами испанцы считают завышенными. Дешевых кафе и ресторанов в автономии мало, но поискать их стоит, если бюджет поездки ограничен. Оптимальный вариант выбирать заведения, предлагающие комплексные обеды.
Для завтраков идеально подходят маленькие кофейни и частные пекарни, где подают горячий кофе с воздушной булочкой или печеньем. Стоит иметь в виду, что почти все местные рестораны закрыты в воскресенье либо понедельник. В Каталонии много отелей и гостевых домов. Стоимость размещения в гостинице будет напрямую зависеть от того, насколько она удалена от основных достопримечательностей. В качестве примера, дороже всего обойдется уикенд в Барселоне, а также на фешенебельных курортах Коста-Дорады вроде Сиджеса, ориентированных на публику того же уровня, что зависает в Сен-Тропе. Устроить себе ленивый отпуск на пляжах Коста-Бравы можно немного дешевле. В остальном же в отношении жилья в Каталонии действует классический принцип «чем дальше от моря, тем дешевле». В Барселоне можно немного сэкономить, если селиться в отелях на окраинах и в непопулярных районах. Однако даже в них в разгар сезона расценки подпрыгивают в 2-3 раза. Если без экскурсий по Барселоне никак, а бюджет поездки трещит по швам, выбирайте Бадалону, город по соседству с каталонской столицей. Проживание здесь обойдется намного дешевле, а доехать до барселонских достопримечательностей можно за 15 минут. Примерно в получасе езды от Барселоны находится город Калелия, где цены на аренду жилья тоже можно считать привлекательными. Неплохой альтернативой Калелии может стать курорт Санта-Сусана, расположившийся в 70 километрах от каталонской столицы. Гостиницы здесь преимущественно 3-звездочные, а стоимость размещения более демократичная. В Каталонии всегда есть на что потратиться. Рекомендуется сделать запасы пресловутого хамона, сыров и высококачественного оливкового масла. Для приятного вечернего релакса полезно прихватить бутылочку кавы, ликера крема каталана, а также бренди Торрес. Из сладостей попробуйте печенье бренда Бирба и шоколад Катанис. Символический предмет утвари, знакомый каждому каталонцу – парон. Приобрести сосуды для эффектного распивания вина можно в каждой второй посудной лавке. Не стоит пробегать и мимо обувных магазинов. Каталония – это не только знакомые всем эспадрильи, но и огромное количество разновидностей качественной обуви на любой вкус. Фанатам модного шопинга будет целесообразно направиться в Барселону, а точнее, в район, именуемый Центральной зоной, где сконцентрирована основная масса бутиков и шоурумов. За винтажем и раритетными сувенирами нужно отправляться в готический квартал каталонской столицы. Туристам, влюбленным в футбольную атрибутику, стоит заглянуть в магазины спортивных брендов, один из которых открыт прямо при стадионе Камп Ноу. Каталонские провинции связывает интенсивное движение общественного транспорта. Так что если хотите уехать из Барселоны в Жирону, покупайте билет в кассах вокзалов, на официальных сайтах перевозчиков, а также в автомате. Учитывайте и тот факт, что по одним и тем же маршрутам могут проходить как скорые поезда, так и пригородные электрички, но билеты на последние всегда дешевле. Междугородние поездки на автобусе обойдутся дороже путешествия по железной дороге, при этом график движения автотранспорта менее интенсивный. Кроме того, в выходные большинство автобусов просто не ходит. Арендовать машину у местных и международных прокатчиков можно в любом относительно крупном городе автономии. Для этого потребуются международные водительские права, загранпаспорт и кредитка. Возраст водителя при этом должен быть от 21 года, водительский стаж от 2 лет. Вариантов аренды обычно предлагается 2, с франшизой либо без франшизы и залога, но с условием обязательной покупки дополнительной страховки. Дорожное покрытие на территории региона вполне приличное. Участки есть как бесплатные, так и платные, однако в пик купального сезона километровые пробки и на первых, и на вторых придется воспринимать как данность. В поездках по глухим провинциальным местам лучше всегда иметь запас горючего, расстояния между заправками в Каталонии ощутимые. Кроме того, готовьтесь к необходимости потратиться на аренду места на платной парковке. С бесплатными стоянками на курортах и в крупных городах типа Барселоны большие проблемы. Самый быстрый способ оказаться в Каталонии – это билет на самолет. Из аэропорта Эль-Прат добраться в город можно на метро,
аэробусе либо городском автобусе номер 46. Вариант железнодорожного путешествия в Каталонию также возможен, но не популярен из-за длительности путешествия. Если все же запланировали поездку на поезде, то сначала придется добраться до Парижа, Ниццы, Марселя, Милана либо Цюриха, из которых следуют пассажирские составы до Барселоны. Маршруты не всегда прямые, так что в пути возможны дополнительные пересадки.